Друзья мои, огромный вам привет. Кому спокойно не сидится, кто постоянно что-то предпринимает. Это я. Это я. Перед вами моя сегодня творческая работа. Вот мне сегодня прям стукнуло в голову, нужно пересадить. Я поливала сегодня хвои, поливала орхидеи. Здесь у меня, девочки, целый цветник образовался временного размещения. Это те, которые мы с вами посадили, но пока, конечно, корешков еще нет. Даже их нет в воде у хвои. Как она называется? Экскаватор. У меня один черенок, второй, третий. Ой, слушайте, а вот это анициноидес. Такая клевая. Вот у нее такой лист, прям обалдеть. В общем, я не про них сегодня. Я сегодня про вот этих двух своих подопечных, которых ращу уже не первый год, наверное, второй. Сейчас, ребят, поставлю штатив. Познакомимся поближе. Ну, вы их все знаете, особенно вот эту красоту. Это я уже приготовила стаканчик. Сейчас расскажу для кого. Короче, смотрите. Вот это моя красота. Вроде как голд каудата. Она как сдурела, девочки. Извините за такие как бы определения, но она повыпускала безліч квітконосів. Вот один. И вот она только отцвела, опять эти бутоны дует. Обалдеть. Вот здесь уже корзиночка, по-моему, отцветает. Да? А ну сейчас переверну. Или зацветает, или отцветает. По-моему, закрылась. Цвела. Да. Или она только зацветает. Рядом вон там еще цветонос. Он цвел. Вот формируется цветонос. Бутончики будут цвести. В общем, я насчитала просто не знаю сколько цветоносов. Раз, вот здесь раз, два, три. Вот из одной даже, видите, два, три. Где еще? Вон, четыре. Четыре, да? Четыре. Вот пятый здесь еще под листом. Вот он, пятый. Вот. То есть здесь можно проследить все этапы формирования бутонов на этой красоте. Но эта красота, после того, как она у меня усушила ус, я его тронула. Вот тут вот типа его начала прикручивать, там формировать, рано тронула, и она на меня обиделась. Обиделась, в общем-то. Я думаю, ну раз ты обиделась, я там буквально один или два сделала среза, с девчонками поделилась. Надеюсь, что все, кто ее получил, что у них все в порядке с ростом и с развитием этой красоты. И я так смотрю, что мне кажется, вот она вот этот лист вырастила, видите, он такой покрученный, он тут просто не помещался уже, и вот он так вот вырос, вот такой вот, мешала ему опора, видите, он так и задубел, вот с такой складочкой, посмотрите. И я смотрю, что у нее здесь уже оврал по корням. Видите, как она оплела уже весь ком. Я вот не знаю, может ее перевалить для того, чтобы дать ей толчок для роста и развития. И теперь вопрос, во что ее перевалить. Вот эти стаканы вроде хорошо. Видите, тут нет дренажных отверстий, она прекрасно себя чувствует. Или не трогать ее. Девочки, я прям не знаю, что делать. У меня и руки чешутся тут просто его разрезать, этот стакан. Просто разрезать. И вытянуть ком этот, вообще не теребить, ничего не делать. Корешки зелененькие, сегодня напоенные, классные. Ну, вот она у меня как бы на очереди и в планах на пересадку. Красавица, красавица невероятная. Лист, видите, какой огромный. Но я думаю, ведро посадить, вообще будут огромные листья и дать много света. А сейчас вот точно кого пересажу. Ой, это мой красавчик Лата Искандар. Вот у него здесь тоже
большое количество корней в стаканчике. Вроде как уже, да, показания на пересадку. Но его я буду, вот просто он уже переваливается, уже все, такие огромные листья растит. Покупала я его, по-моему, 3 листика было. Вот этот верх он у меня нарастил. Он то стоит, девочки, в обработке все. Надо будет стереть, это Sunmite. Он то стоит, то начинает расти. Лист уже дубеет, но еще не такой, как эти. Но она классная, эта хоя. Латочка вообще замечательная, вот усик растит. Я думаю взять вот в такой стаканчик, как ундулата, сидит, просто тихонечко перевалить его, да? Ну, чтобы он уже взрослым себя чувствовал. А что это за ясельная группа? Вот тут вот у него там новый листик, он идет, видите, туда под низ. Вон он. Как он там поместится, я не знаю. Слушайте, такая жилка на обратной стороне. Я вам скажу, мои домашние вообще не могут понять, что я нахожу в этих хоях. Так смешно. Ну, они смотрят и не могут понять, что такого классного. А я не могу понять, как они не могут понять, что здесь столько классного всего. Я не могу. Так, в общем, я тут намешала. В общем, это у меня пенопласт на дно. Здесь, кстати, видите, я ничего на дно не ложила. И вот сижу и думаю, может, и не стоит заморачиваться с этим пенопластом. Потом в корнях будет там сидеть. Не знаю. Даже не знаю, что сказать. Ложить, не ложить. Но уже положила, уже оставлю. Так. Есть мнение, что не стоит. Так, здесь у меня грунт в этот раз не такой, как обычно для цитрусовых компоссанов, а просто был у нас в магазине универсальный грунт от Квитки. Вот такой, 4 литра. Я его открыла, когда мы с вами хоечки высаживали в прошлый раз. Вон те, которые я вам в начале видео показывала. Вы видели, что он неплохой, без запаха, классный, мне он понравился. Может, пойду еще возьму. Смотрите, я добавила вот вермикулит, перлит и серамис. И вот такая сумеш получилась. Все на глаз, девочки, все на глаз. Того всего, того всего. Короче говоря, у этих точно такой же состав, только там у них нет вермикулита. Я знаю, многие еще добавляют конский навоз, у кого есть. Кто-то добавляет всякие фунгициды, стимуляторы для роста. Я не добавляю. Осмокот добавляют. Я что-то не того. Думаю, вдруг молодые корни пойдут и обожгутся об осмокот. Осмокот у меня есть. Так, ну что? Это все классно, но я не взяла ни что подстелить, ничем разрезать. Сейчас приду. Все принесла. Сейчас будем располагаться. Ну, лата, конечно, вообще обалденная, да? Загар у нее такой, она у меня на окне стояла. Я сейчас ее сюда на северную сторону притащила. Ну, не знаю, она понравится ей, не понравится. Ну, что-то мне показалось, что она там прям страдает. Крабик. Главное, чтобы его не потерять. Так, я, знаете, что... Ну, хорошо. Ну, тут уже такой пластик паршивый. Я просто его разрежу. Знаете, вот... Уже стаканчик свое отжил. Так. Знаете, как говорят, если вы вытаскиваете хою... Ой, что ж я держатель не выкрутила. Если вы хою вытаскиваете и корни... Грунт вот так распадается, нету вот этого кома, значит, еще рано ее пересаживать. Здесь явно, что ничего никуда не распадается, только серамис немножко отпадает. Видите, такой красивенький стаканчик с красивыми корешками. Вот так должно быть, вот так мне нравится. Мне так нравится. Так, ну и что? Теперь мы просто возьмем свежего грунта, подсыпем вниз. Знаете, с одной стороны, такие вот горшочки. Девочки, вы что-то видите? В такие горшочки прикольно высаживать, в такие вот баночки.
что потом не надо будет заморачиваться. О! Все хорошо? Ты жива? Листья не сломались? Господи, все нормально. Фух, перевесила. Девочки, у нее очень тяжелая листва. Просто она уже у меня, я уже боялась, что она у меня уже кувыркнется. Так, я Серамис поподнимаю. Что она у меня кувыркнется с подоконника. Ну, вверх тяжелее, чем низ. Так, сейчас буду засыпать. И я уже поняла, что некуда уже дальше тянуть. Понимаете? Орхидеи уже понапересаживала. Безлич. Там надо крупные орхидеи тоже пересаживать. Девочки, садоводство — это такое увлекательное дело. Это комнатное цветоводство комнатное. Садоводство — это не садоводство, это цветоводство. Хочу, чтобы этот усик на меня не обиделся, потому что еще как перестанет расти. Хочу, чтобы она большая, красивая вырастет. Мне нравится, что она как капусточка растет. У нее междоузлия пока идут классные. Так, надо хорошо просыпать там, чтобы не было сильно карманов. И не подлезешь сильно под ее шикарную листву. Так, я специально взяла такую маленькую ложечку. Думаю, что ей будет хорошо. В принципе, да, единственное, грунт поменялся. Я же высаживала в компоссановский. Мне кажется, он, конечно, покачественнее. Хотя, ну, он там обогащен всякими добавками вкусными. Надо будет его заказать. Что я просто... Надо было об этом подумать накануне еще, когда были холода. Что-то про универсальные компоссановские ходят не сильно хорошие слухи, что, ну, отзывы там не сильно хорошие, что там то вонючий какой-то он там, да я не знаю, у всех разное обоняние. Грунт есть грунт. Если он совсем без запаха, значит это что-то не то. Ну, хотя этот без запаха. Ну, на вид очень даже неплохой. И на ощупь, и на ощущение. Так, все, залазю руками. Рыхлый такой хороший грунт. Мне нравится. Вот, смотрите. Все быстро и хорошо. Палочку так просто подперла. Вот ее здесь буквально вот так вот. Тут не знаешь даже, где ее тут лучше установить. Так, вот кусочек торфа. Так, все. Она у меня полита. Тот ком политый. Немножко надо бы подать. Вот такая взрослая деваха стала. Смотрите, латочка. Все прекрасно. Боже, какой шикарный лист, девчонки. Как цветет, не знаю. Она у меня еще маленькая. Но вот здесь междоузлия просто вот так вот друг на друге эти листья. Классно. Надо будет листья повытирать. Будет красивая дамочка. Все, справились. Только надо будет убрать теперь. Так, ну а что с тобой делать? Красота. Я взяла вот такой старый горшочек. Мне ж надо, чтобы были видны корни. Что, сильно много. Да. Сильно много. Есть еще вот такой. Он по высоте такой же, но он шире. Даже не знаю, что делать. Может, все-таки вот этот взять? Просто положить меньше. Можно поиграть... А, тут дырки. Тут дырки. Думала положить керамзит вниз, чтобы уменьшить объем. Ну, что-то мне так хочется в этот горшок посадить, но я понимаю, что это может быть ошибкой. Есть еще обычные 12-е горшки. Обычно от орхидей. Но там мне вот не нравится вот это вот. Ну, в принципе, это вот то, ну, это больше, да. Но здесь есть еще вот такой горшочек.
но он более широкий. Такой вот широкий. Не знаю, может ей лучше поуже. Но это сильно круто сразу. Да, вот после такого стаканчика это сильное большое увеличение сразу. Вообще есть такое мнение, что типа чем уже горшок, тем лучше хоя растет. Девочки, ну я не знаю. Но этот мне что-то не нравится. Он больше для таких, для ампельных, так мне кажется. Мне нравится вот этот, ну блин, он сильно здоровый. Да, этот меньше, конечно, 12. Давайте в 12 посадим. Тут, конечно, грунт будет просыпаться. Та-ра-ра-ра-ра-ра. Дырки в 12. Ну, подставить вот такое ведерочко. Да. Вот здесь тоже дырки. Ну, их тут меньше. Мне кажется. Вот тут меньше дырок. О, я вот этот возьму. А, тут меньше дырок. Так, сейчас. Вот этот тоже, кстати, неплохой. Вот этот. Здесь как бы есть. Я сейчас в такой похожий посадила, знаете кого? Собах, вот эту собах. Собах такую салатовую. На меридичи похожую. Ну, пока непонятно, но там я наливаю. Тут водичка остается, и как бы, если что, она лишняя туда сливается. Но мне надо видеть у нее корни. Я по-другому не хочу. Я хочу видеть ее корни. Так, и что мне вниз? Что-то ложить или не ложить ничего вниз? Да не буду ничего вниз ложить. Просто сейчас грунтом намешаю и переставим ее с опорой, совсем майном переставим ее сюда. Ну, потому что она, ну, совсем уже, видите, какая вот прям... Наросла корнями. Мне кажется, она там уже, не знаю, как внутри, но, наверное, и внутри такая же картина. Корневой ком такой сумасшедший уже. Прям все оплела. И остановилась в росте, может быть. Так, а по высоте нормально будет. Может быть, она из-за этого и остановилась, что нету уже корневого. Ну, некуда корням расти. Как думаете? Или я придумываю? Ну, вот сейчас мы это сделаем. Ну, ведь немножко ссыпается. Я думаю, со временем, когда корни там... Так, мне тут куча прищепок лишних. Когда, думаю, корни со временем оплетут новый ком. Так, что я за ножницы взяла? Какие-то несерьезные. Ой, он такой прям тяжелый. Но я сегодня полила, а потом решила пересадить. Ой, идет как идет. Ну, она уже, наверное, год здесь точно провела. Там даже опора вплелась. Так, надо аккуратно, чтобы цветоносыш не поломать. Год она здесь точно провела. Я уверена на все 100%. Так, а ну-ка. Не, пахнет таким зеленым огурчиком. Пахнет. Зеленым огурчиком. Ой, она даже не почувствует, что я ее достала. Видите, как там опора держится? Вот это, видите, железки? Она оплела опору. Такая умница. Умница, разумница. Ну, стакан выбрасываем. Ага. Неправильно я сделала. Ага. И дудки. Извиняюсь. Ну, тут же выступ. До свидания. Решение пришло само. Только сюда. Как я и хотела. Там выступ. И выступ не дает ей сесть в горшок. Вот этот вот выступ, который вот этот пьедестальчик, он не дает. Только сюда. Вот так вот. Господи. Господи. Цветонос немножко пережала. Пережала цветонос. Ой, пошла двигаться опора.
Ну, можно просто немножко, все, я поняла. Ну, надо немножко теперь сюда насыпать, чтобы повыше была, чтобы не переживала цветонос. Вот. Все. Хотя потеря этого цветоноса, она, знаете, это такое. Девочки, я просто, она невозможно уже ждать. Она эти цветоносы без конца их активирует. Только процветет, активирует. Только процветет и тратит силы на эти цветоносы. Я уже так смотрела, думаю, так, я разозлюсь, думаю, вообще тебе их пообрезаю, чтобы ты начала расти. Я хочу красивые листики. Мне нравится, как она цветет. Мы видели, она красиво. Но мне еще нравится, как она растет. Ну, я хочу ее красивую, большую, с красивыми листиками. Так, я начинаю ей делать земельку. Насыпала земли. Теперь я досыпаю ей перлита. Так. Фу, пылит как. Бля. Вермикулит я не знаю, добавлять, не добавлять. Ну, немножко добавлю. Так, вот тут земля еще, которая рассыпалась. Так, вермикулита чуть-чуть. Чуть-чуть. Я что-то в прошлом году вермикулит вообще никому не добавляла. А в этом году что-то... А, мне кто-то его, девочки, я вспоминаю, мне кто-то его прислал в подарок. Я вермикулит не покупала. Так, и мне надо сирамиса щепотку. Ну, так моя щепотка. Растениям нравится. Так, сейчас я здесь тоже соберу то, что я рассыпала во время предыдущей пересадки. Так. Все в дом. Все пригодится. Вот, сделала такой рыхлый. Рухается грунт. Рыхлый грунт. Дышит. Ой. Кто у меня в этом горшке зеленом только не рос. Теперь уже хоечка будет расти. Представляете? Так, ну что там цветонос? Висит, не пережат. А то сначала, когда вниз не на это самовала, сильно низко посадила, пережала его. О, девочки. Пересаживаю, даже не показываю. Думаю, что ей понравится. Надеюсь. Она, кстати, нормально пересадки переносит без всяких шебушений. Главное не шебушить корни. Вот так перевалили и все. На какое-то время она может как бы призадуматься. Ну, на короткое время. Потому что как бы ну, у нее же появился новый грунт. Куда расти, она займется корнями. Нам будет казаться, что она замолчала. Вот она сейчас, нам кажется, что она молчит, а она ведь, нельзя сказать, что хоя вообще ничего не делает. Она ведь растит цветоносы, бутоны дует. Просто у нее сейчас другое задание, другой период. Уже грунта столько. Сыплю, как в прорву. Вот цей горшок будет уже на несколько лет. Надолго. Это, знаете, пока она плетет его корнями, хотя иди знай. Когда с маленького стаканчика пересаживала, тоже так думала, что она будет долго оплетать. Такое, девочки, ощущение. Ой, тут бутоны. Ну, будет это... Надо было их убрать, старые бутоны. Будет перегной. У меня было ощущение, что она пока тут стакан освоит. Нет, она его очень быстро заполнила. Девочки, мне не хватило. Добавляю еще. Представляете? Вот так. Это вообще оказывается. Ну да, будет ей чем попитаться.
Так, может, еще немножко. Есть много пересадок еще. Очень много дел с растениями. Растения подрастают, растения возмужали. Уже нужно многим пересадки. Я потихонечку так что-то заскучаю. Ну как заскучаю? Ну смотрю раз, даже не планирую, иду мимо. Ага, думаю, о, надо эту пересадить. То орхидею схвачу, то хою, то и хою, и орхидею. Ну, в общем, вы же понимаете, что я вам рассказываю. У нас у всех одни заботы. Ну, цветоводов. Алаказии, смотрю, у меня только 2 выжило. Было у меня их... Сколько у меня их было? Видов. Сортов. Вид алаказии 1, это сорта. Мело у меня того. Но я жалею, что ее выкинула. Она как засохла. Мне кажется, мне надо было ее ставить и в мох положить. Что-то я не догнала. Могла бы на весну ее спасти. Ну, выбросила. Шкура дракона болела с одним листом. Стоит, но она такая, одна из самых таких замороченных алаказий. Поле вроде нормально. И детку дала. Ну, если это можно назвать нормально. Сейчас я вам покажу поле. Кто любит алаказии? Они мне нравятся, но я что-то не могу понять, как с ними справиться. Сейчас вам покажу поле свою. Вот оно. Я жду 4-го листа, но этот явно скоро отпадет. Сегодня попротирала ее. У нее, кстати, тоже в таком же стаканчике корни уже просто распирают стакан. Держишь, он просто трещит. И вот она здесь детку дала. Видите? Она щедрая на этих деток. Красивая дамочка. Как-то она у меня листы крутит. Влажность маленькая. Вот это последний лист мне очень нравится. Такой клевый. 2 детки я пристроила своим знакомым, родственникам. Куме одну отдала. Но, по-моему, не знаю, как у мужевой сестры. А у кумы, наверное, моей она уже все того. Ну, что-то она на нее жаловалась. Ой. И красивые они. Ну, поморочиться с ним. Мне кажется, хвои даже проще, чем в разы проще. Ну, не все. У меня таких не было, которые там совсем-совсем сложные какие-то. Так, я лист засыпала. Не хочу, чтобы он гнил. Так, все, я больше грунт не буду добавлять. Уже слишком. Ну, вот алаказии тяжело даются. Не знаю. Прям ну, такая группа растений. Блин, антуриумы я не пробовала. Ну, хои так, не все. Все невозможно попробовать. Но те, которые вот есть, общие, доступные, те вроде ничего. Все, я такая довольная. Я такая довольная, что я их пересадила. Но для этой теперь надо, при поливе будет водичка стекать, надо ей какой-то... Ну, это некрасиво, надо будет что-то... Ну, это временно. Пока поливать сегодня не буду, она политая. Ну, вот что-то такое надо ей придумать. Где-то там у меня есть пониже судочек. Поставлю. Ну, тяжелая такая стала. Взрослая дама. Все, девчата, вот такие вот взрослые дамы. У нее лист, конечно, обалденный. Но у меня еще загоревшая под лампами. И у этой. Слушайте, у меня сегодня 2 картонные хои на пересадке. 2 мои любимки. Ой, я честно скажу, какую не возьму, мне все нравятся. Вот все нравятся. Девочки, смотрю, что очень неплохо в лечузе растут. Но это надо приспосабливаться, там фитиль, все дела. Ну, не знаю. А здесь как бы можно позаливать. Но будем считать, что у нас там вот эти все камешки, разрыхлители, что будет тоже хорошо. Как бы уже ж мы не первый раз, да. Только просто объем увеличивается постепенно. Я всегда после пересадки переживаю, хожу потом через неделю, через 2, смотрю,
где ж там новый корешок появился, не появился у стенки горшка. Есть рост, новых корней нету, сильно переживаю. Сейчас за той малышней смотрю, но еще рано заглядывать. В общем, буду заглядывать и туда заглядывать. Да здесь куда-то я увижу корешки. Видите, горшок не совсем безнадежный. Тут корни можно будет увидеть. У меня в таком похожем, только в закрытой системе растет в фиолетовом горшке. Такой же пластик. Это керри перманент. Но там корни просто толстые, их там очень хорошо видно. Я так наливаю, смотрю, немножко на пальчик там водички остается, все, я прекращаю. Я в одну точку лью, чтобы не залить. Все, девчата. Спасибо, что вы со мной сегодня поучаствовали. Я сейчас тут поубираю, пойду еще прогуляюсь. Сейчас только сколько, 7 вечера. Надо еще подышать перед сном, по парку пройтись за домом, прогуляться. И еще посмотрю какое-нибудь видео интересное про пересадки орхидей, хой. Тоже обожаю, когда девчонки снимают, рассказывают, у кого какие хои, как себя кто ведет, у кого какие орхидеи. Это так здорово, так интересно. Так, не прижали мы там тебя? Не прижали? Жив-здоров? Все нормально? Висишь? Ну, виси. Хочешь цветет, хочешь цвети, хочешь не цвети. Мы уже налюбовались. Но она быстро отцветает, там дня 3-4, да. А эту я еще не видела, как цветет. Еще не доросла до этого возраста. Все, обнимашки, всем мира и добра. Всем всего самого-самого наилучшего. Привет от меня и наших любимых растений.